Всем привет, с вами Александр, и я рад приветствовать своих зрителей и подписчиков на моем канале у Белого дома. Целый год с момента покупки мной 4K 3D телевизора LG 55OH850V мой брат ходил вокруг него облизываясь, пока на днях не уговорил себя приобрести новую модель этой компании, а точнее модель 2017 года с OLED-экраном 55 дюймов и разрешением 4K. Да, он отказался от возможности просматривать фильмы с технологией пассивного 3D, но склонился к более качественному OLED-экрану, а точнее к изображению с глубоким черным цветом. На официальном сайте компании LG в линейке OLED-телевизоров с диагональю экрана 55-65 дюймов представлены три модели E7N, C7V и B7V, отличающиеся элементами и цветом корпуса и подставки. И сегодня будет краткое знакомство с телевизором LG OLED 55B7V. Обзор построю на некотором сравнении вышеназванных моделей. Это LG OLED 55B7V и LG 55OH850V. Поскольку за год пользования телевизором с матрицей IPS 4K я его достаточно изучил, снял много видеороликов, которые составили на моем канале отдельный плейлист. Ссылку на этот плейлист ищите в описании, а также в финале этого видеоролика. Напомню о том, что свой 3D телевизор LG 55OH850V я покупал в Минске в феврале 2017 года за $1440. Это модель 2016 года и оснащена она IPS-матрицей с разрешением 3840 на 2160 пикселей и LED-подсветкой. Новый телевизор LG OLED 55B7V был приобретен через год, также в Минске, в интернет-магазине technozone.by на $70 дороже, точнее за $1510. И эта модель уже прошлого 2017 года. В отличие от моего телевизора польской сборки, данный аппарат был изготовлен в России, поэтому есть отличия в оформлении коробки и комплектации. Здесь все несколько скромнее, это обесцвеченная коробка из перерабатываемого картона. В комплекте уже тоненькая книжица-инструкция, нет никаких рекламных буклетов, даже того же онлайн-кинотеатра Иви, при том, что на пульте присутствует отдельная кнопка для его запуска. В остальном все стандартно. Пульт, батарейки типа 2А для него, силиконовая стяжка для проводов, подобная, но несколько измененная алюминиевая серповидная подставка для телевизора с пластиковой крышкой и презент от интернет-магазина HDMI кабель длиной 1,5 метра. Отдельного сетевого шнура нет, поскольку в этой модели он не отсоединяется и закреплен в плате блока питания. Телевизор устанавливается на опору, выполненную из алюминиевого сплава. Она не такая, как в моем телевизоре, но подобная. Крепится в полости блока электроники на тыльной стороне телевизора. В самой опоре сзади также имеется полость, куда можно упрятать кабели и закрыть пластиковой крышкой. До моего приезда телевизор уже закрепили с помощью кронштейна к стене и вывезли упаковку и подставку, поэтому я не могу показать их вам. Скажу только, что здесь используется стандарт крепления веса 300 на 200 мм, в отличие от моей модели с IPS экраном 300 на 300 мм. И перейдем к внешнему виду. Черный Ultra HD экран занимает всю фронтальную часть телевизора. Здесь рамка очень тонкая, может показаться, что она из алюминия, но это всего лишь окрашенный в серебристый цвет пластик. Углы предусмотрительно закруглены. Если помните, в модели OH850 снизу рамка расширяется и на ней красуется обесцвеченный логотип LG. Здесь же рамка со всех сторон одинаковая, шириной около 2 мм, чуть-чуть буквально на 1 мм выступающая вперед стекла экрана. Никакого логотипа нет, поэтому фронтальная сторона вообще никаким образом не выдает своей принадлежности к компании LG. Благодаря этому габаритные размеры данного телевизора по ширине уже OH850 на 10 мм,
а по высоте ниже на 8 мм. Аналогично, только в этот раз OLED-матрица прикрыта чем-то вроде органического глянцевого стекла. Это необходимо для защиты самой матрицы от внешнего воздействия и для усиления всей конструкции. В то же время глянцевая поверхность, прикрывающая глубоко черную OLED-матрицу, превращается в отличное зеркало, в котором отражаются все элементы комнаты, а яркие светлые четкие очертания окон накладываются на изображение, мешая просмотру. В этом смысле, конечно же, выигрышнее смотрится матовая поверхность экрана. Сама панель экрана очень тонкая, около 7 мм, поскольку здесь не требуется подсветки ЖК-матрицы. Ну а сама матрица представляет собой набор мелких величиной с пиксель органических светодиодов, которые светятся сами при поступлении на них управляющего напряжения питания. В нижней части, а точнее где-то с середины экрана, с тыльной стороны, к нему как бы прикреплена отдельным блоком вся электрическая часть телевизора. Этот блок выполнен из белого, терпеть не могу, пластика, верхняя часть которого представляет собой решетку для воздухообмена. И именно на нем крепится настенный кронштейн, в отличие от модели UH850, в котором крепежные отверстия расположены и в средней, и в верхней части задней крышки, имеющие интересное тиснение. У OLED-телевизора тыльная сторона экрана закрыта опять же глянцевым белым пластиком. Поэтому для тех, кого, как и меня, раздражает белый цвет техники, спасение только в настенном креплении этого телевизора. И здесь же кроется подвох. Телевизор оснащен богатым интерфейсом, здесь уже 4, а не 3, как в моем UH850V разъема HDMI, один из которых имеет как вход, так и выход цифрового звука. И столько же, а точнее 3 USB слота, один из которых версии 3.0. Но 2 HDMI и 1 USB порт из-за того, что блок электроники потерял размер в высоте, и так же как разъемы для подключения антенн, оптического и мини-джек, аналогового выхода звука, LAN-порт вынесены на тыльную сторону и смотрят в стену. Оперативно что-то к ним подключить в случае крепления телевизора на стене не представится возможным. То есть вы можете использовать только 2 HDMI и 2 USB порта, а также карт-слот для дешифрования каналов, которые установлены с торца данного блока. И в этой модели они уже более доступны для использования, так как вынесены ближе к левому краю телевизора, если смотреть на его экран, а не как в UH850V глубоко к центру, где приходится засовывать руку чуть ли не по локоть. Обращаю также ваше внимание на отсутствие возможности подключения аналоговых устройств. Здесь нет, как в моей модели, разъемов мини-джек для подачи компонентного и композитного видеосигналов, а в комплекте отсутствуют соответствующие кабели-переходники. Телевизор управляется аналогичным пультом, но несколько измененной модификацией MR15RA. Последняя литера А указывает на наличие на нем кнопки прямого запуска приложения онлайн-кинотеатра Иви, вместо кнопки 3D для включения режима просмотра стереоизображений. Все остальные кнопки в наличии. Других отличий от пульта MR15R, которым комплектуется телевизор UH850V, нет. Пульт выполнен из черного глянцевого пластика, оригинально выполнены кнопки Standby, плюс-минус громкость и переключение телевизионных каналов. Тактильно вы их не перепутаете. В центре имеется 4-позиционный джойстик со скроллом. Для подтверждения команд нажимаем на него, с ним совмещена кнопка ОК. Питается пульт от двух батареек типа 2А. Включает телевизор подачей инфракрасного сигнала, а далее управляет им по радиоканалу. Имеет встроенный гироскоп и микрофон. Микрофон используется для голосового поиска. Имеется поддержка огромного количества языков, в том числе и русские. Ну а также для настройки звуковой системы телевизора под акустические параметры помещения. Это аэропульт, то есть он управляет курсором на экране телевизора, движением руки, в которой он находится, наподобие указки. Очень эргономичный, пользоваться им удобно. При его стряхивании на экране появляется красный курсор, подобный клюву анимационной птички, которая сопровождает пользователя в процессе настройки и пользования телевизором. В отсутствие пульта телевизором можно управлять 5-позиционным джойстиком, который находится в центре под экраном.
Здесь же имеется круглый светодиод дежурного режима красного цвета. И здесь имеется отличие от моей модели телевизора. При нажатии на центральную кнопку джойстика ОК на экране открывается Quick Menu, быстрое меню, подобное тому, как в недавно обозреваемом на канале телевизоре LG 22MT49VF. Первоначальная настройка телевизора простая, анимированная. Всю настройку сопровождает анимационный птенчик. При этом пользователь выбирает язык меню, страну вещания, запускает настройку телевизионных каналов и осуществляет подключение телевизора к маршрутизатору. Далее, управляя этим курсором, можно настроить все функции телевизора и Smart Hub. При первом включении телевизора установленная в нем версия программного обеспечения обновилась до 0.4.7065. Полное название модели телевизора вы видите на экране. Операционная система WebOS 3.5 также обновилась до версии 3.7.0. Объем внутренней памяти в этом телевизоре расширен до 4,25 ГБ по сравнению с телевизором UH850V, где ее всего 610 кБ. В обоих моделях используется четырехъядерный процессор. Установлены аналоговые DVB-C, DVB-T, T2, DVB-S, S2 тюнера для просмотра телепередач в аналоговом и цифровом формате с эфирной антенной, спутниковой тарелки и кабельного телевидения. Прием телеканалов качественный и стабильный. Звук в телевизоре очень достойный. Здесь, как и в моей модели UH850V, акустика организована по системе 2.2, то есть в блок электроники внизу за решетками установлено 2 низкочастотных динамика и 2 широкополосных динамика, каждый по 10 Вт, то есть по 2 динамика на канал. Итого в общей совокупности 40 Вт звуковой мощности. Здесь уже не используется Harman Kardon, но на слух я не заметил проигрыша в звучании. Такой же глубокий бас, а с помощью эквалайзера можно добиться прозрачности высоких частот и ровных средних. Также имеются предустановленные настройки звука. Установлены Dolby Atmos и DTS декодеры звука. Причем декодер Dolby Atmos, как я понял, не обрабатывает звуковой цифровой сигнал, который поступает по HDMI, например, с BD-плеера. Он работает только с контентом, который воспроизводит сам телевизор. Но сколько бы мы с братом не прислушивались при воспроизведении соответствующего контента, мы не ощутили разрекламированного эффекта Dolby Atmos, когда звук, издаваемый перемещаемым по экрану объектом, воспроизводится именно в той точке, где этот объект в данный момент находится. Возможно, для этого необходимо находиться очень близко у экрана. Встроенные в телевизор динамики обоих каналов разнесены всего где-то на 1 метр, в пределах ширины телевизора. Но так как зритель, как правило, просматривает телевизор на расстоянии от экрана 2-3 метра, то даже стереозвук недоступен с надлежащим эффектом. Так что эта фишка телевизора непрактичная. Звуки без всяких там атмосов достойны. Боевики и музыкальные файлы звучат как в хорошем домашнем кинотеатре. И как я сказал выше, с помощью встроенного в пульт микрофона можно подстроить уровни усиления и задержки звуковых каналов под акустику помещения, запустив в меню настроек звука пункт Magic Sound Tuning. Есть возможность протестировать встроенные в телевизор динамики. Кроме того, есть возможность вывода многоканального звукового сопровождения на внешний усилитель или аудио-видеоресивер по оптическому кабелю или стереосигнала через разъем мини-джек и, конечно же, по Bluetooth. Да, этот телевизор оснащен радиомодулем, обеспечивающим скоростное, устойчивое и надежное Bluetooth, Wi-Fi соединение, поддерживающий передачу контента с помощью Wi-Fi Direct, Miracast, DLNA. Возможно организовать домашнюю сеть на базе программы SmartShare от LG для Windows и транслировать контент с ноутбука на экран телевизора. Киноманам, поклонникам качественных плазменных телевизоров Panasonic в свое время, я советую присмотреться к OLED-телевизорам LG. Черный цвет глубокий, настоящий. Шикарное изображение
Углы обзора широкие, и что мне нравится в экранах LG, они передают естественный цвет человеческого тела, не окрашивая его в розовые оттенки. Поддерживаются USB-носители с файловыми системами только NTFS и FAT32. Встроенный плеер воспроизводит большинство форматов видео и аудиоконтента, исключая только видео контент разрешения 8К 60 FPS. Благодаря использованию в телевизоре систем HDR, HLG, Dolby Vision картинка яркая, насыщенная, контрастная и очень четкая. Даже изображение меньшего разрешения смотрится на этой OLED-матрице с диагональю 55 дюймов более богато, чем на подобные матрицы меньшего размера в телевизорах, которые не обладают такими системами обработки изображения. Конечно же, IPS-матрица в моем телевизоре значительно проигрывает OLED по отображению черного цвета. В телевизоре UH850V черный цвет IPS-матрицы все равно сзади подсвечивается белыми светодиодами, и он уже выглядит как серый. В телевизоре же B7V, если поднести руку к экрану, на котором отображается черный цвет, мы не увидим отражение света на руке, потому что в этом месте экран просто не светится, и поэтому черный цвет реально черный. Хотя обе матрицы поддерживают 100 Гц развертку, но их отличие еще в том, что в OLED глубина цвета 10 бит, а в моем IPS-экране телевизора UH850V только 8 бит. В настройках имеется несколько предустановленных настроек изображения и возможность пользовательской настройки путем регулировки яркости, контрастности, температуры цвета и прочее. Есть также поддержка TrueMotion. Как для звука, так и для изображения из меню настроек можно вызвать соответствующий графический тест. В основном меню настроек обоих телевизоров сходны. Отличаются они лишь наличием или отсутствием пунктов, отвечающих, например, за 3D, Dolby Atmos или специфические настройки OLED-панели, то есть того функционала, под который заточен каждый из аппаратов. Кто бы что ни говорил негативного в адрес WebOS от LG, но эта операционная система устроит любого пользователя данным телевизором. Меню в нем достаточно интуитивное, простое в управлении, обучаешься за один вечер. Конечно же, она проигрывает функционалом Android-системе, но в отличие от того же Android, который грузится с момента включения телевизора достаточно долго, WebOS загружается буквально за пару секунд и готова к работе сразу же после включения. Smart Hub представлен лентой с цветными закладками, которые можно перемещать и выстроить в нужном порядке, а также удалять ненужные приложения. В телевизоре аналогично есть поддержка мультиэкрана, то есть одновременный просмотр телепередач и видеоконтента с внешних носителей. Имеется также руководство пользователя для знакомства с функционалом телевизора. Встроенный браузер поддерживает одновременно с серфингом по сайтам, просмотр в маленьком окне телетрансляции. Это окно можно перемещать. При его активации можно переключать телеканалы в этом окне. Интересна новинка под названием Magic Link. Она работает в том случае, если оператор вашего кабельного телевидения предоставляет информацию о расписании телепередач. В момент трансляции программы вызываем название канала в левом верхнем углу экрана нажатием на скролл пульта, после чего активируем курсором виджет Magic Link с изображением телевизора. И операционная система предлагает контент в браузере или YouTube, который каким-то образом связан с транслируемым на экране. Это может быть информация о режиссере, актерах фильма, саундтреке и тому подобные сведения. Согласитесь, очень удобно. Фишка встроенного плеера для просмотра видеоконтента и статичных изображений, которая вызывается нажатием курсора на значок 360 градусов, эффект можно описать следующим образом. Вы помещаетесь внутрь шара, внутренняя стенка которого является экраном вашего телевизора. То есть изображение везде, и вверху, и под ногами. Но основное назначение этой функции, конечно же, возможность просмотра контента, снятого на камеру с круговым обзором. В моем телевизоре UH850V такое невозможно просматривать. Функция масштабирования для укрупнения каких-то деталей изображения вызывается кнопкой пульта «Фокус».
Она также присутствует и в моей модели телевизора, но работает немного иначе. LG Content Store представлен разнообразием приложений, с помощью которых можно просматривать видеоконтент, телевизионные каналы через интернет. Но в большинстве своем доступ к ним только по подписке платный. Да и разрешение изображения максимум возможен Full HD, хотя в большинстве своем доступны фильмы очень низкого разрешения. В OLED-телевизоре Smart Hub дополнен галереей OLED, в которой представлены произведения живописи в оригинальных таких багетных рамках. Их можно выводить на экран и использовать экран в качестве настенной фоторамки. Очень красиво. Ну и подведу итог. С учетом всех перечисленных возможностей нового OLED-телевизора, функционал в основном схож с моделью 2016 года, которая есть в моем пользовании, но дополнен нужными и приятными мелочами. По соотношению цена-качество этот аппарат достойный, немного дороже телевизора с IPS-матрицей. Все, для чего предназначен телевизионный приемник, четкое изображение и богатое насыщенное звуковое сопровождение, в нем присутствует. Это 4К экран с хорошим запасом яркости, с четкостью и глубоким настоящим черным цветом. Вы думаете, я завидую брату? Ну да, чуточки есть. Цвет, конечно, шикарный. Но у меня есть 3D изображение. Хотя LG отказались от акустики Harman Kardon, звук в телевизоре все равно достойный, с глубоким басом и чистыми, я бы даже сказал, прозрачным верхним диапазоном. Короче, рекомендую, покупайте. Все ссылки в описании. А вас благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал. До скорого. Пока. Увидимся.